Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня будем вязать ажурный узор спицами. Вот такие вот листики. В основе узора резинка, поэтому края у нас не закручиваются, низ выглядит ровным. И к тому же узор получается двухсторонним. Узор будет очень хорошо смотреться в вязаных снудах, шарфах и в палантинах. Особенно если вы возьмете тоненькую ниточку, палантин будет получаться просто шикарный. Резинка нам дает возможность набора итальянским способом, чтобы получить красивый фабричный край. И закрыть петли мы также можем иглой, как обычную резинку 1 на 1, что тоже даст красивый край. Узор получается эластичным благодаря резинке. То есть его можно использовать вообще в качестве такой декоративной красивой резинки в любых вязаных вещах. Вообще такой узор подойдет для вязания любых вещей, и теплых, и легких летних. Для вязания узора необходимо набрать количество петель кратное 12, плюс 2 кромочные. Первый ряд мы провяжем как установочный, резинка 1 на 1. Кромочную я снимаю и начинаю с лицевой петли. Я провязала ряд резинка 1 на 1. Приступаем к вязанию первого ряда. Кромочную мы снимаем. Вяжем 7 петель резинки 1 на 1. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном направо. Я вот эту лицевую поверну, чтобы при провязывании она не была перекрученной. Если вы вяжете классическими петлями, то вам поворачивать не надо, можете сразу же провязывать 2 вместе с наклоном вправо. Изнаночная. Следующую петельку вяжем лицевой скрещенной. Для этого я ее также поворачиваю, чтобы провязать за заднюю стенку. Если вы вяжете классическими петельками, то она у вас сразу же лежит нужной стороной. Затем изнаночная скрещенная, я ее провязываю за заднюю стенку, чтобы петля при провязывании перекрутилась. Накид и кромочная. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Накид. Следующую петельку провязываем лицевой скрещенной. Для этого ее повернем, чтобы вязать за заднюю стенку. Затем изнаночная скрещенная. Также вяжем ее за заднюю стенку. Лицевая. 2 вместе изнаночной. И затем 6 петель резинкой 1 на 1. И кромочная петля остается. Разворачиваем. Вяжем третий ряд. Кромочную снимаем. Выполняем 5 петель резинка 1 на 1. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Лицевая скрещенная. Изнаночная скрещенная. Накид. Лицевая и изнаночная.
Повторяем раппорт необходимое количество раз и остается кромочная петля. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Кромочную снимаем. 3 петельки вяжем резинкой 1 на 1. Накид. Лицевая скрещенная. Изнаночная скрещенная. Лицевая. 2 вместе изнаночной. И 4 петельки резинки 1 на 1. Повторяем раппорт необходимое количество раз и выполняем кромочную петлю. Разворачиваем. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Начинаем с 3 петель резинки 1 на 1. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Лицевая скрещенная. Изнаночная скрещенная. Накид. И 4 петли резинки 1 на 1. И остается кромочная петля. Разворачиваем, приступаем к вязанию 6-го ряда. Кромочную снимаем. Вяжем 5 петель резинкой 1 на 1. Накид. Лицевая скрещенная. Изнаночная скрещенная. Лицевая. 2 вместе изнаночной. И 2 петли резинки 1 на 1. Лицевая и изнаночная. И остается кромочная петля. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию 7-го ряда. 1 лицевая, 2 вместе лицевой, наклон вправо. Изнаночная. Лицевая скрещенная. Изнаночная скрещенная. Накид. 6 петель резинка 1 на 1. Начинаем с лицевой. И остается кромочная петля. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию 8-го ряда. Начинаем с 7 петель резинки 1 на 1. Накид. Лицевая, уже обычная, изнаночная, обычная, лицевая, 2 вместе изнаночной. И остается кромочная. Разворачиваем вязание. И 9-й ряд вяжем просто резинкой 1 на 1.
Я закончила ряд из резинки 1 на 1. Теперь разворачиваем вязание и выполняем последний 10 ряд. Он также будет состоять полностью из резинки 1 на 1. Я закончила 10 ряд. И дальше мы уже начинаем повторять постоянно, чередуя 1 и 10 ряды. Если вам понравился этот узор, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. На этом у меня все. Всем пока-пока!